Всем привет! В этой серии видеоуроков мы создадим подобные украшения. Начнем с создания декоративных бутонов. Понадобится зефирный фоамиран белого цвета, и я подготовила отрезки 2 на 4 см. На разогретом утюге в режиме 2,5 с помощью губки скатываю фоамиран в тугой ролл. Далее поворачиваю деталь таким образом, чтобы 1,5-2 см не прогревались на подошве утюга, все остальное прокатываю и прогреваю. Фоамиран становится горячим, и если вам трудно работать с таким температурным режимом, воспользуйтесь перчатками. Придерживая за оба края детали, потяните фоамиран в разные стороны. Он растягивается и истончается. В натянутом положении дайте фоамирану полностью остыть. Эту растянутую часть необходимо еще больше истончить, поэтому я зажимаю указательным и большим пальцем и хорошо прокручиваю. После этого деталь прокручиваю только в одном направлении. Прогреваю на утюге и немного растягиваю, также даю остыть в натянутом положении. Прорабатываю часть, которая находится сразу под будущим бутоном, закручиваю еще больше, прогреваю и даю остыть. Для моего украшения максимальная высота бутона 1 см. У этой заготовки от середины вверх срезаю углы, чтобы создать конусовидную форму. Чтобы зафиксировать эту форму и все слои фоамирана, прогреваю именно эту часть на утюге, прижимая пальцами, хорошо прокручиваю. Приступаем к созданию борозд на бутоне, и так как наши детали очень маленькие, сложно будет показать на них все процессы, поэтому я создаю большой бутон и покажу именно на нем. Обратите внимание, что бутон я прогреваю от середины вверх, прогреваю на ребре утюга. Тут же, пока он горячий, прикладываю к нему канцелярский нож с обратной стороны, либо тонкая линейка, как в моем случае. Нижнюю часть заготовки обрабатывать не нужно, и на один бутон в зависимости от размера понадобится от 3 до 5 бороздочек. Всего создаем 4 таких заготовки, где максимальная высота бутона 1 см и минимальная 0,8 см. Чтобы сделать имитацию раскрывающегося бутона, разрезаю верхушку несколько раз. Прокрашивать стебельки и нижнюю часть бутона буду 232 номером масляной пастели Мунгио. Теперь окрасим верхушки у бутонов, и для этого понадобится 259 номер масляной пастели. Давайте соберем эти бутоны в одну веточку, и для этого понадобится разрезать тейп-ленту повдоль на 3 равные части. Все бутоны распределяю на разной высоте и дальше фиксирую с помощью тейп-ленты. Ну что ж, бутоны собраны, и с вами была Инна Жарая. Впереди еще несколько частей данного видеоурока. Оставайтесь со мной, чтобы создать чудесное, милое украшение. Творите с удовольствием и до новых встреч! Продолжаем работать над украшением, и сегодня создадим цветы фиалки, а также декоративную веточку из тычинок. Когда мы истончали фоамиран для создания розы, у нас осталось еще немного этой ленты, поэтому именно из нее будем вырезать необходимое количество лепестков по заданной выкройке. Лепестки складываем гармошкой, можно их обрабатывать сразу по 2, так будет быстрее, но если вам неудобно, можно обрабатывать обычным способом. Каждый лепесток складываем гармошкой и от середины вверх перетираем между пальцами, сильно зажимаем. Расправляем лепесток, и дальше необходимо сделать волны, либо с помощью утюга, либо с помощью зажигалки. Прогреваем небольшой участок лепестка и одной рукой направляем его на себя, другой от себя. Также прогреваю края, они из-за того, что фоамиран растянут, немного скругляются. С зажигалкой делаем то же самое, только единственное, что нужно работать максимально быстро, чтобы не дать загореться детали. Для создания чашелистиков понадобится вот такой фигурный дырокол 1 см в диаметре.
Также нужен белый фоамиран и лист бумаги для того, чтобы в процессе работы фоамиран не прорывался. Дополнительно подрезаю каждый элемент, чтобы сделать его немного уже. И теперь хорошо прокрашиваем чашелистик со всех сторон, учитываем также линии среза 232 номером масляной пастели Мунггё. Разогреваю утюг на максимальном режиме, прокалываю зубочисткой в центре чашелистика, прогреваю, выгибаю все элементы по зубочистке, плотно зажимаю и прокатываю между пальцами. Мы делаем 3 цветка, поэтому нам понадобится 3 чашелистика. Для создания декоративной веточки нужны каплевидные тычинки. Их я окрашиваю также 232 номером масляной пастели. Отрезаю немного выше бумажной обмотки. Собирать буду с помощью клея ПВА и тейп-ленты. 3 вместе тычинки собираю. Промазываю верхушку проволоки в бумажной обмотке номер 28 клеем ПВА. Прокручиваю тейп-лентой, с каждым полуоборота добавляю новую тычинку и ее край проклеиваю клеем ПВА. Тейп-ленту нужно разрезать повдоль на 3 равные части. Тогда веточка не будет утолщаться и будет тоненькой и аккуратной. Собранную веточку покрываем полностью акриловым лаком на водной основе, тщательно прокрашивая каждую ниточку. Затем кисточкой расправляем каждую тычинку в желаемое положение и дальше покрываем флок пудрой. Оставляем веточку на просушку и займемся созданием фиалок. Нам понадобятся мелкие тычинки. Если у вас изначально они желтые, красить вам не понадобится. У меня тычинки белые, поэтому я возьму масляную пастель желтого цвета и хорошо прокрашу головки. Затем отделяю 4 тычинки и отрезаю ниточки, оставляю 2 см. Выравниваю верхушки на одну высоту и с помощью тейп-ленты закрепляю на проволоке. Проволоку предварительно промазываю клеем ПВА. Работая с такими мелкими деталями, удобно растапливать клей на утюге и подбирать нужное количество зубочисткой, особенно в том случае, если ваш клеевой пистолет течет большими каплями. Разогреваем утюг в режиме 2 и работаем очень быстро, чтобы клей не успевал остывать. На один цветок распределяю 5 лепестков. Первым ярусом один напротив другого располагаю 2 лепестка и далее 3 лепестка по кругу. Продеваем туго к цветку чашелистик. Отодвигаем 1 или 2 элемента, наносим туда клей и плотно зажимаем к цветку.
201 номером масляной пастели Мунгё окрасим серединку цветка и также снаружи в нижней его части. Желательно, чтобы кисть была достаточно тугая, но с мягкими волосками, иначе можно поцарапать фоамиран. Давайте продолжим создание этого милого украшения, и сегодня будем выращивать миниатюрную розу. Перед вами два образца с небольшими отличиями. О них я расскажу в процессе. Итак, приступим. Для всего изделия понадобится белый или молочный фоамиран и его приблизительный размер формат листа А4. По заданным выкройкам вырежьте чашелистик. Лепестки пока вырезать не нужно, поскольку необходимо еще подготовить фоамиран. Окрашивать чашелистик будем 232 номером масляной пастели Мунгё. Делать это будем с лицевой и с изнаночной стороны, и также старайтесь придерживать внизу каждый элемент, чтобы его не оторвать. На максимальном режиме разогреваем утюг и каждый элемент отдельно прогреваем. Он немного уходит в размере и как бы скругляет свои края внутрь. Верхушку такого элемента нужно сложить между указательным и большим пальцем и выгнуть наружу. Для окрашивания верхушек чашелистика использую 259 номер масляной пастели Мунгё. Какой будет результат без тонировки, можете посмотреть в начале этого видео, где я сравниваю две розы между собой. Далее на внутреннюю часть чашелистика с середины каждого элемента наношу акриловый лак на водной основе и посыпаю флок-пудрой. Обычно я делаю это именно так, но в этот раз решила покрыть флок-пудрой и внешнюю сторону чашелистика. Пока деталь оставляем на просушку и займемся созданием цветка. Понадобится два отрезка фоамирана приблизительно 5-6 см в высоту и около 30 см в длину. Разогреваем утюг в максимальном режиме. Прогревая фоамиран, растягиваем его. В натянутом состоянии даем ему остыть. Затем перемещаем руки, обхватываем другую часть фоамирана, которая не растянута. Снова ее прогреваем и снова растягиваем. Окрашивать буду сухой пастелью розового оттенка. Номера на ней нет, но небольшие отличия есть. И так как не всегда можно разглядеть это в мелке, поэтому в начале видео я показала обе розы, окрашенные этими цветами. Пастель набираю на влажную салфетку и окрашиваю фоамиран с одной и с другой стороны. Это будет первый слой окрашивания. После высыхания начинаю окрашивать вторым слоем, тем же цветом с одной и с другой стороны. Не спешите окрашивать обе ленты, нам пока понадобится одна. Обратите внимание, что вырезать лепестки необходимо повдоль ленты. Вырезание начинаю с более крупных деталей, поэтому беру самую большую выкройку лепестка и вырезаю нужное количество именно в широкой части растянутой ленты. И далее продолжаю вырезать средние, а затем самые маленькие. Все размеры лепестков обрабатываю одним способом. Деталь складываю гармошкой и от середины вверх лепестка хорошо прижимаю и прокручиваю. Тем самым мы истончаем деталь дополнительно и задаем ей фактуру. Собирать розу буду на каплевидную заготовку, которую сделала из фольги. Ее высота 1,2 см и донышко 1,2 см. Фиксирую проволоку на заготовке с помощью клея и далее закрываю саму заготовку небольшим кусочком фоамирана для того, чтобы не проглядывала фольга. Все лепестки будем располагать по заданной схеме. 3 лепестка в одном ряду и последующий ряд расположен в шахматном порядке к предыдущему.
На лепестках размера V делаю небольшие волны, одну на один лепесток. Я это делаю с помощью зажигалки, и если для вас такой способ покажется слишком экстремальным, вы можете сделать то же самое на разогретом утюге. Итак, утюг разогреваю в максимальном режиме, прогреваю деталь и очень быстро делаю волну. Одной рукой лепесток тяну на себя, другой от себя. Все оставшиеся лепестки так и подклеиваем по 3 штуки в один ряд. Чашелистик проклеиваем в центральной его части и плотно прижимаем к цветку. Сегодня заключительное видео по сборке этих украшений. И первое украшение соберем на шпильки. Для сборки нам понадобится тейп-лента, перерезанная повдоль на 2 части, а для тейпирования листьев понадобится тейп-лента, перерезанная на 3 равные части. Оба этих листика буду тейпировать вниз на 2 см от места крепления. Все эти 3 элемента будут собраны на одну шпильку, поэтому я их собираю поочередно, закрепляя тейп-лентой. Закрепив последний элемент на веточке, отрываю тейп-ленту, чтобы не утолщать стебель. Также именно по этой причине я отрезаю проволоку. Одну оставляю длинную, а все остальные укорачиваю. Чтобы легче было соединить шпильку с веточкой, необходимо сначала зафиксировать тейп-ленту на чем-то одном. Сначала очень неудобно работать, потому что элементы не держат друг друга, и необходимо время от времени поправлять и хорошо зажимать тейп-ленту. Когда эта конструкция будет затейпирована на сантиметра 2-3, детали уже будут неподвижны, тогда тейпировать будет намного проще. Далее ваша задача затейпировать полностью вниз проволоку так, чтобы она не выглядывала, иначе она будет цеплять волосы при закреплении в прическу.
Все детали поворачиваю плоскогубцами или круглогубцами, чтобы не оторвать элементы от проволоки. Итак, первая шпилька собрана, приступаем ко второй. Оставшиеся 4 листика, которые мы еще не тейпировали, буду тейпировать точно так же, кроме одного самого маленького. Его мы закрепляли на большую проволоку, и вниз нужно будет от места крепления затейпировать на 4-5 сантиметров. Перед тем, как начать сборку, я снимаю тейп-ленту с веточки, которую закрепляла на бутонах. Затем соединяю с помощью тейп-ленты первый самый маленький лист. Далее, как показано в видео, постепенно добавляю каждый элемент, стараясь не перегружать веточку тейп-лентой. С помощью ножниц можно задать легкий наклон нашим бутонам. Делайте это очень аккуратно, чтобы не отрезать и не перетянуть бутон.
Композиция на шпильках собрана. Давайте соберем веточку, которую можно закрепить на повязку. Ту часть веточки, на которой расположены фиалки и роза, точно так же собираем, как и для шпильки. Но с момента закрепления розы сюда же прикрепляем оставшиеся 3 элемента: декоративную веточку из тычинок и 2 листка. Обратите внимание, что все элементы собираю в одном направлении. И только после закрепления их тейп-лентой буду поворачивать в нужном направлении с помощью плоскогубцев. Определив для себя длину ножки, в моем случае это 4 см, срезаю излишки проволоки и далее тейпирую в направлении вниз. В самом конце поворачиваю направление тейп-ленты вверх. И еще в один слой проматываю ножку, хорошо натягивая тейп-ленту. И только теперь с помощью плоскогубцев поверну детали в нужном мне направлении. Друзья, если это видео было для вас интересным, ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое и интересное. Не устаю напоминать о том, что при сборке любого изделия тейп-лентой необходимо ее покрывать акриловым лаком на водной основе, для того, чтобы тейп-лента со временем не рассыхалась и изделие не теряло свою прочность. Лак необходимо наносить тонким слоем, не оставляя большие капли. И этим же лаком покрою листья с лицевой стороны. Повязка для закрепления композиции может быть та, которая вам понравилась больше. Я беру именно эту. Сбоку примеряю композицию и буду закреплять ее с помощью ниток и иголки в 2 местах. В этом видео не показан процесс шитья, но думаю, принцип понятен. Вот таких 2 варианта украшения я показала, как собрать в этом мастер-классе. С вами была Инна Жарая. Всем пока и до новых встреч!